Ну, доброе утро, друзья. Я же вам вчера говорил, проснемся черт знает где. Вот. Выехал я за пределы Алматы. Не знаю даже населенный пункт как называется. Я думал, знак этот загнули, когда вчера парковался вечером, а тут, оказывается, он просто вставлен еще, не забетонированный. Вот, думаю, с утра выйду, машину осмотрю. Что у нас тут? Тут у нас, вот, видите, сколько? Песка льда, хотя плюсовая температура была, но его было еще больше. Вот он так оттаял. Немножко осталось уже. Ну все, ребятки. Сейчас поедем дальше. Сегодня уж мы заедем где-то за Балхаш или в районе Балхаша будем ночевать, я думаю. Ну, посмотрим. А, кстати, проволоку нашел. Вот прикрутил себе проволоку. Такой незаменимый инструмент для устранения мелких неисправностей. Все, ребят. Позавтракаю чуть позже. Не могу я с утра завтракать, не знаю. Проснулся, умылся, зубы почистил. Яблоки сейчас буду алматинские кушать. То, что вчера купил, я же вам не показал. Яблоки. Вот они. Видите, какие яблочки тут замечательные. Вкусные яблоки, ребята. Вдвое дешевле, чем в России. В России, ну и в Уральске тоже. Когда я заезжал в магазин, заходил, стоили 1050 тенге. А в Алмате я купил за 600 с копейками. 650, по-моему. Почти вдвое дешевле. И поехали, ребята, помчались. Тут еще кто-то спит. Время такое, не сказать, что слишком рано. Уже, можно сказать, даже поздновато. Сколько сейчас? 8:30. Да, обычно я намного раньше выезжаю. Сегодня спал, как... Пока не надоело спать, в общем, так. Пока не выспался. Спал, пока не выспался. Вот, и теперь по замечательному автобанчику казахстанскому. Новый автобан абсолютно. Едем в сторону Астаны. Красота, ребята, да? Степь кругом, свобода. Раздолье. На много-много километров видно вперед. Да не только, и влево, и вправо, везде. Погодка сегодня обалденная. Снега нету практически, видите, кое-где так немножечко совсем. И то он недавно, наверное, так его выпало, припорошило чуток уже. Весна все-таки, ребята, да, весна. Так быстро зима пролетела, обалдеть просто. Глазом не успел моргнуть. Вроде бы осень была. Что-то сколько, 3 рейса съездил, уже весна. Получается, за один сезон у меня всего 3 рейса выходит. Вот единственное, в декабре сгонял 2 раза на Казахстан. У меня аж так получилось шикарно. Подъезжаем, друзья, к озеру Балхаш. Вот оно уже по правую сторону от меня. Погодка изменилась, пасмурно становится. Снега больше появилось, как вы можете видеть. Проехал около 200 километров уже с того места, где его не было. Ну, продолжаем движение, ребята. На север, в сторону города Астана. Смотрите, какие новенькие машинки. А что это у нас за марка? Чинган. Чинган Юник какой-то. Новые, совсем нулевые. Еще пленочкой заклеены крышей. Сейчас, ребята, хоть и едем вдоль озера Балхаш, но его присутствие рядом практически не ощущается. Еще заметено снегом, припорошено. Но уже много палаток он стоит. Я не знаю, камера, наверное, этого всего не передает. Рыбаки, да, вон вдоль берега там столько их. Очень много. Рыбачат, рыбку ловят. Да, сейчас я вам покажу, где я еду. Надо приблизить так карту, чтобы было понятно. Где само озеро, где мы. Вот так. Все, куда-то оно исчезло, соскочил. А, интернет здесь плохо у меня ловит. Кстати, по Казахстану лучше всего в плане интернета это Билайн справляется. Да, Билайн справляется лучше других операторов. Я сейчас вот на грани
перехода с актива на Билайн. В телефоне две симки вставлены. Билайн и актив. И вот я уже распознал, так скажем, какой оператор лучше. Навстречу поезд едет. Вагонов тянет немало, смотрите, какой состав длинный. Вон там его хвост должен заканчивается. Так, сейчас обгоним КамАЗик. Мощный КамАЗ, трехмостовый. Трасса, ребята, огонь, просто обалденная трасса. Раньше верблюды стояли, что-то куда-то пропали. Вот вам видео снимал, как-то здесь стоял верблюд. Все, нету верблюда. Может быть, гуляет где-то в полях, в степях, вернее. Где же ты, верблюд? Да, в этом рейсе я, кстати, ни одного верблюда не видел еще. Удивительно очень. Обычно парочка где-то шарахается, а тут вообще ни одного. Может, еще будут. Встретим. Я обязательно сниму, вам покажу. Так, друзья, подъезжаю к городу Сарышаган. Объездную пока не закончили этого населенного пункта. Приходится проезжать вот так, как едем. Говорили, где-то транспортники тут стоят. Сейчас посмотрим. Ой, теленок уже идет навстречу с левой стороны. Смотрите. Бодрым шагом по утру куда-то зашагал. Теленок — это уже такой вот телок большой. Ну, молодой еще совсем. Вот тоже еще два слева. Корова и теленок. Молодые. Что корова, что телята. Так, дизель у нас также 299, 92 209, 95 262. Нет, дизель в Алмате был 295, а тут 299. На 4 тенге дороже. Скоро все расцветет. Когда уже весна? Ну, уже весна, но я имею в виду, когда будет уже прям так, чтобы аж зелень кругом была. Тут тоже поначалу по весне зелень, а потом солнцем выжигает. Ближе к осени такое желтое все, выпаленное. Гаишники что-то доколупались до китайцев. Видите, стоит грузовик китайский, что-то выгружает, возле него гаишник. Он даже не выгружает, он просто там стоит, кузова задрал. Да, вот в Сарышагане, ребята, дорожка не очень дорожка. Не сказать, что ямы по колено, такого нету, но неровная. Потрясывает. Прокатились по нормальной. Сейчас организм взбодрится. Растрясется немножко на таком покрытии. Вот, ребята, Сарышаган. Что у нас тут справа? Магазин Зере называется. Дукен. Ну, дети лазят. Сегодня у нас суббота. Сладкая парочка зашагала куда-то справа. У каждого свои дела в выходной день. Поток машин пошел. Мне вот интересно, где тут транспортники стоят. Или может там пошутил товарищ по рации, назвал гаишников транспортниками. Сейчас увидим. Домашняя кухня. Акбата. Дукен слева был у нас. Ладно. Магазин Рустам. Смотрите, какая концертная площадка справа. Там прожекторы не поснимали, интересно, висят. Я думаю, ну как обычно происходит, мероприятие прошло, прожекторы сняли, все оборудование унесли, а тут нет, продолжают висеть. Впереди Карагандинский едет товарищ. Только сейчас внимание обратил. Да, вот они тут, ребята, в двух направлениях. И в сторону
Балхаша вот справа и к нам навстречу. Такие джипики неплохие, Kia кроссоверы Sportage. А вот слева на Hyundai кого-то остановили еще. Тоже Kia Sportage. Вы видите, в Казахстане в плане транспорта оснащения на данный момент получше, чем в России. В России на китайцах сейчас смотрю. Начинают ДПСники ездить на хавалах, таких джипиках. А в Казахстане на Kia, на корейцах. Все, проехали Сарашаган, ребята. Вот заканчивается этот населенный пункт замечательный. Все, едем дальше. Ну, ребята, ехал и увидел верблюдов. Да, верблюды, вон они. Ходят в поле, смотрите, сколько их там. Сейчас вам посчитаю, скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. 13 верблюдов чапают в каком-то из направлений. Кто-то идет, а кто-то стоит. Вот они там все собрались. А я уж еду, переживаю, думаю, куда верблюды пропали? Вон они. Они, оказывается, не пропали. И далеко, что интересно, от дороги не отходят, да? Вот они тусуются тут вдоль дороги. И дальше почему-то не идут никуда. Может, их прикармливают здесь, корм какой-то там высыпают, не знаю, почему так происходит. Все, ребята, верблюды не исчезли, они есть. Белые верблюды, ребята, с верблюжонком. Видите, как сделаны? Такие две, как бы снеговика. Но на самом деле это скульптура. Но симпатично смотрятся вдоль дорожки так. А вот, ребята, другой вид животных пасется. Это лошади у нас, да, лошади пасутся. Смотрите, какие мощные кони. Такое ощущение, как будто они где-то на домашнем корме содержатся. Такие упитанные, жирненькие. Даже не скажешь, что они в поле где-то все время находятся. В степи. Населенный пункт Гульшат проезжаю. Ну, смотрю, тут что-то он как-то... Вроде людей меньше в нем становится. Коробки домов такие уже заброшенные, без окон, без крыши стоят. Раньше как-то проезжал, внимания не уделял этому, а сейчас вот заметил. Солнечный день, все хорошо просматривается. Вот. Населенный пункт Гульшат. Ну, домов еще остается немало, но люди разъезжаются. Вот тоже окон, дом стоит, вернее, без окон. Здесь кафе будет сейчас с правой стороны. Я как-то здесь ночевал, мороз сильный такой. Да, вон оно уже, его видно, сейчас вам покажу. Вот оно. Населенный пункт на этом закончился. А кафе это вот оно, так и называется. Гульшат. Вот здесь вот я в низинке стоял. Парковочка здесь сделана. Да, жалко, что села такие уходят в небытие. Все, едем дальше. Погодка наладилась. Классно. Так, сейчас вам скажу, сколько нам куда осталось. До Балхаша 50 километров остается. До Караганды 421. Через 5 часов будем в Караганде. 5-6 часов. Проезжаем Балхаш. Еще 580 километров до Астаны. А тут, ребята, животный легион объединенный. Лошади с верблюдами пасутся. Смотрите, вот чуть в сторонке правее верблюды ходят. Видите, стадо. Я не знаю, камера передает или нет, а вот левее лошади. Ну и верблюды среди них вот тусуются. У них такая объединенный тусняк. Ходят тут друг за другом. Ну, какие мохнатые верблюды мощные. Верблюжье одеяло же дорогое. Вот начесал с верблюда шерсти. Все, и сделал одеяло. Обработать только, правда, шерсть тут надо. Можно одеяло шить. Теплые. Мы, ребята, от Алматы отъехали, и как погода, да, поменялась, климат.
столько снега кругом. Да, и животные меня радуют. Я вообще люблю, ребята, животных, лошадей. Я у деда раньше лошадь была, катался иногда. Не сказать, что часто, но люблю лошадей, всех остальных. Коров, у нас коров было много. Всегда коровы, телята, кролики, куры, гуси, индюки, овцы, бараны. Это у деда с бабой. В основном бараны, овцы были, индюки. А мы коров держали. А у лошадей сколько. Да, классная погода, обалденная, шикарная погода. Я уже вас, наверное, задолбал тем, что все время говорю погода, ну просто вот что в голове, то и на языке получается. Едешь, радуешься солнечным дням, весенним. Вот такие дела, ребят. Кое-где, смотрите, переметы были. Видите, не успел даже снег растаять в полосе. Да, чем севернее едем, тем снега все больше и больше. В сторону Алматы-то мы ехали через Павлодар, Семей, Талдыкурган, а в обратную уже через Балхаш, Караганду. Тут снега побольше, да, чем там чем в восточном Казахстане. Сейчас еду, ребята, просто залипаю. Такая красота вот. Многие говорят, едешь по Казахстану, ничего там нет. Так для меня вот это ничего, это такое красивое. Словами не передать. Смотрите, какие просторы. Взгляд ни во что не упирается, ничто его не преломляет и не мешает. Вы можете максимально вдаль, насколько это только позволяют ваши способности смотреть. Бесконечность впереди, перед взглядом. Да, вот это вот красиво как, смотрите. Весенняя степь припорожена снежком. Такое ясное весеннее солнце. На небе ни одного облачка. Такое небо. Особый цвет у него, у этого неба в Казахстане. Да, красота. Так, а я тем временем, где я еду? 260 километров до Караганды остается. 260. Сегодня, пожалуй, только туда я и доеду. Переночую, с утра пораньше еще один марш-бросок, и мы будем в Астане. Часа за 2-2,5, я думаю, до Астаны доеду. И там будем становиться на суточный отстой, ребята, да. Я пока буду ехать, наслаждаться таким замечательным пейзажем. Кто-то в нем ничего не находит. Для меня это просто нечто. Как для некоторых восторг горы вызывают, море. Как для меня степи. Ну и море, горы, конечно, тоже доставляют удовольствие, когда на них смотришь. Но и степь обладает такой же красотой, не меньше, чем все другие дары природы. Все, едем на север. Все севернее и севернее мы едем, ребята, да. Так, ребят, паузу надо сделать, пора уже. Ну, на самом деле у меня не первая пауза, а вторая. Да. Передохнем чуток, 45 минут надо постоять, и потом поедем уже дальше. Да. Сейчас перед Карагандой, скорее всего, меня остановят транспортники или гаишники. Хотя в прошлый раз он хотел остановить, как-то так махнул, а потом, когда я ближе стал подъезжать, он отпустил меня. Сказал, вот так вот рукой, жестом руки показал, что я ему не нужен, проезжай дальше. Все, ребята, будем отдыхать пока. Все, ребятки, я экипировался полностью по погоде. По погоде. Что у нас такое?
Ой-ой-ой, как ты обледенела вся. Все в грязище. Ужас, какой грязь. Видите? Все в грязище. Кошмар там грязи. Рожки все во льду, даже не просвечиваются. Да, прохладненько становится. Особенно в тени. Вот сейчас солнышко ушел, вообще прохладно. Тут сосулька прибавляется опять. О, вот тут смотрите, как провод у меня. Все. Возьму молоточек, обстучу его и перевяжу, чтобы он так не висел. Да, все, ладно. Буду заниматься делами. Сейчас надо еще омывашку взять и стекла, фары помыть. Буду заниматься делом. 45 минут времени есть. На ходу ел яблоки, так что кушать я не хочу. Что-то как-то прибило меня на яблоки. Все, ребят, буду заниматься делами. Ребята, к очередному броску готовы. Стекло чистое. Даже маркера боковые помыл. Видите, как блестит на солнце. Ой, какая красота, как они сияют. Все чистенько, все. Все привлекает внимание в ночное время. Все будет светиться, сверкать. Такие дела, ребята. Замечательное место, стоянка. Ветра нету вообще, такая тишина. Сзади тоже знаки автопоезда поотмывал. Мы готовы, ребята. Проехать еще 3 часа. И будем где-то уже становиться на стоянку. Вот такой был этот день, ребята. Замечательно. Что тут сказать? Ничего не скажешь. Солнце слепит. Такое яркое солнце. Обалдеть. Сколько я там отдохнул-то. Ох, так хорошо на улице, аж неохота заходить. Так, стою я 18 минут, ребята, всего лишь. Вот, видно вам, да? Да, 19. Еще 26 надо стоять. Вечереет, ребята, вечереет. Какой вечерний вид из кабины обалденный. Солнце все ниже, ниже. Хоть и ездил там по Европе, эти горы тоже красивые. В Италии, в Австрии своеобразная красота, в Греции. Но вот в Казахстане они по-особенному красивые. Ну, потому что я вырос здесь родина моя, поэтому, наверное, это так воспринимается как-то все ближе, роднее для души. И степи такие шикарные. Там, кстати, я в Греции, когда ехал с Салоников в сторону Ларисы города, тоже я еще говорил, там очень похожая природа, есть такой участок. Ехал и говорил, что я вот прям еду сейчас по Греции, ощущаю себя в Казахстане. Вот там реально такой есть небольшой участочек. Но там нету такого снега, как здесь, конечно. Да.
Красотища, ребята, красота. Я заросший сегодня, толком себя не показываю. Такой вот. Приеду сейчас. Не сейчас, конечно, а завтра. Надо машинку себе какую-то купить для бритья. Этими станками уже надоело лицо корябать, драть. Машинка разрядилась моя, но машинка, к сожалению, на 220 вольт. Сейчас хорошо вот эти вот современные продаются триммеры, их можно от USB заряжать. Вот, надо такой приобрести. Или преобразователь на 220 вольт просто купить. Да, наверное, может лучше так и сделаю, ребята. Преобразователь на 220 возьму, и зато я смогу его использовать по тройному назначению. Ну, по двойному это точно. Включать чайник электрический, вдруг если придется заряжать ту же самую бритву. Там вдруг микроволновка когда-то появится в будущем. Лучше взять преобразователь хороший. Сейчас был в Алмате, надо было в Алмате посмотреть. Ну, посмотрю в Астане завтра. У меня свободный день будет, суточный. Может, в Астане на рынок схожу, посмотрю там. Все, ребята, солнышко начинает заходить за горизонт. Этот день прощается с нами. Какой красивый закат. Сейчас за горку чуток спрячется солнце. Раз, так. Выглянуло. Шарик как светится, да? Интересно, горка такая появилась на горизонте, видите? Я показывал в предыдущих видео, когда проезжал по этому маршруту. И дорожка змейкой так ходит в сторону Караганды. Сейчас мы там за пригорок спустимся, и я боюсь, что мы не увидим, как спрячется солнце, прозеваем этот момент. Поэтому решил камеру включить, поснимать. Уже такой багровый оттенок, красно-оранжевый принимает. Утомлю я вас сейчас солнцем. Утомленное солнце Казахстана видео будет называться, наверное. Только не солнце, а вы будете утомленные, наблюдая за закатом, пока оно сядет. Что, еще чуть-чуть совсем, ребята. Сейчас шляпка зайдет за горизонт. Сейчас будет автобус обгонять. Опа. Все. Последняя минутка, я думаю, и его уже не будет. Да, мне остается, ребята, 174 километра до стоянки, и я буду отдыхать. На сегодня моя работа закончится. Проехал я в конечном итоге, ну, проеду. 10-й час придется сегодня брать, да. Ну, завтра, как я и планировал, часа за 3 я доеду до Астаны. Все, ребятки, солнце спряталось. До свидания. Скажем, закату и сегодняшнему дню.